Народ, буду с вами предельно откровенен. Выбор своего микрофона не просто одного из тех, которые рекомендует сегодня рынок, а именно подходящего, который будет лучше всего снимать и передавать ваш голос, на самом деле очень сложный и трудоемкий процесс. Признаюсь, раньше я был одним из тех людей, которые верят, что можно достичь максимума практически во всем. Вот есть тот финальный, идеальный результат, которого можно добиться и успокоиться. Но сколько бы я ни покупал микрофонов, как бы ни старался правильно в них говорить или обустраивать свою комнату, на выходе после записи что-то дозвучало не так. Где-то звук был глуховат, где-то не хватало серединки, а значит дело в чем? Правильно, скорее всего в микрофоне. Значит, где-то в этом мире существует именно тот микрофон, с которым все получится. Именно та гитара, именно та камера. Это касается просто чего угодно. Мы всегда думаем, что дело именно в инструменте. И то, к чему я в итоге пришел, да, в большей мере дело было действительно в микрофоне, но не только. Очень важно слушать себя во время записи, в реальном времени писать в наушниках и не простых, а более-менее профессиональных, где звук будет именно таким, какой он есть на самом деле. Также очень важно уметь говорить, и это, скажу я вам, сложнее всего, потому что это не купишь. Необходимо упорно работать, практиковаться днями, месяцами, годами, и только после этого решиться на микрофоны и все остальное. Ну и конечно же никто не отменял благоприятные условия в помещении звукозаписи. И только все это в комплексе даст вам 100% гарантированный результат, которым вы останетесь довольны. Но так как я вас понимаю, начнем все же с микрофонов. Через мои руки прошло множество микрофонов совершенно разной ценовой категории, каждый из них со своим характером, звучанием, как достоинствами, так и недостатками. И исходя из своего личного опыта, я могу попробовать сэкономить ваше время, деньги, нервы и предложить вам несколько отличных и при этом недорогих вариантов. Ведь сейчас то замечательное время, когда микрофон за 30 или 40 долларов может звучать не хуже, чем микрофон долларов за 200. Поэтому, друзья, представляю вашему вниманию свой топ-5 лучших бюджетных микрофонов для записи звука до 100 долларов или 7400 рублей. Если вы впервые на моем канале, то меня зовут Влад, буду благодарен вашей подписке и комментарию, обязательно поддержите это видео лайком и начинаем. Ясное дело, для того, чтобы выбрать себе микрофон, нужно для начала понять, какой тип микрофона лучше всего подойдет. Будет ли это репортажная съемка, где в большинстве случаев подойдет проводная петличка, радиомикрофон или микрофон-пушка. Или же это будет озвучка, подкаст или тот же видеоблог, тогда может подойти простой динамический USB микрофон, либо конденсаторный. Не говоря уже про частотный диапазон, направленность, чувствительность и тому прочее. Ведь если вы откроете тот же E-каталог, то увидите, что микрофонов сейчас просто валом, еще лет 5 назад такого не было. Благо существуют встроенные фильтры, можно не напрягаясь подобрать себе необходимый микрофон с нужным функционалом, разъемом подключения, направленностью и даже определенного производителя. Также, что удобно, можно посмотреть тенденцию изменения цены и выбрать продавца с наилучшей ценой на сегодня в России, Казахстане или Украине. Экономия времени, сил и, конечно же, денег, поэтому пользуйтесь. Первый микрофон от компании HD и еще разочек HD-SNH, модель D80 со средней стоимостью 27 долларов или 2000 рублей. Компания еще малоизвестная, но при этом этот микрофон уже успел себя хорошо зарекомендовать как один из лучших дешевых микрофонов. Огромное количество заказов на AliExpress, современный дизайн и кастомизированная комплектация. Микрофон конденсаторный, может поставляться с обычной дешевой треножкой, пластмассовым креплением, поролоновым поп-фильтром и 1,5-метровым USB кабелем. Также доступна другая комплектация с пантографом вместо треножки плюс дополнительным круглым поп-фильтром. Дизайн микрофона стильный и современный. Сборка хорошая, корпус и самосетка сделаны из металла, достаточно жесткая и не прогибается. Имеется регулятор уровня громкости и выше расположился световой индикатор. Данный микрофон не нуждается в звуковой карте или в любых других вспомогательных устройствах. Может подключаться как к компьютеру или ноутбуку, так и к стереосистеме.
Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность от минус 34 дБ до плюс-минус 2 дБ. А отношение сигнал-шум 78 дБ. Микрофон отлично подойдет для записи подкастов, видео на YouTube, стриминга и даже небольшой домашней студии. Если у вас бюджет ограничен, но хочется получить достойный звук за свои деньги, то данный микрофон именно тот вариант. Следующие два микрофона от уже хорошо известной нам компании Fifine, младшая модель K669 за $30 или 2250 рублей, и чуть более дорогая K683 за $56 или 4150 рублей. Некоторое время назад уже обе модели были у меня на обзоре, одним из них я даже пользовался, когда продал свой старый Blue Yeti, и скажу, что этот производитель делает одни из лучших по звучанию микрофонов по соотношению цена-качество. По комплектации микрофон K669 идет с несъемным USB проводом, что, как по мне, единственный большой в нем недостаток, креплением, небольшой треножкой и руководством пользователя. У модели K683 кабель идет съемный с двумя разъемами USB и Type-C в случае, если у вас Mac. Идентичное крепление и треножка, а также свой собственный поп-фильтр, который удобно крепится на сам микрофон. Внешне микрофоны практически не отличаются, за исключением нескольких важных доработок в модели K683. Помимо регулятора уровня громкости, который присутствует в обоих микрофонах, в старшей модели добавили кнопку Mute. А что самое важное, появился разъем 3,5 мм для мониторинга звука в реальном времени через наушники. Друзья, я повторюсь, если вы хотите записывать звук качественно, вы просто обязаны себя слушать. Оба микрофона также просто подключаются к компьютеру или ноутбуку и работают. Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность от минус 34 дБ до плюс-минус 3 дБ. А соотношение сигнал-шум 78 дБ. У K683 частотная характеристика от 50 Гц до 17 кГц. Чувствительность от минус 43 дБ до плюс-минус 3 дБ. А соотношение сигнал-шум 66 дБ. Что касается звука, то оба микрофона выдают очень достойное звучание. Минимальный уровень шума лучше, чем во многих других более дорогих моделях, и за свою стоимость полностью стоит своих денег. Вот несколько примеров. Вы уже слышите звук, который пишется на сам микрофон от Fifine K669. Уровень громкости на самом микрофоне выставлен чуть больше половины. Итак, сейчас вы уже слышите звук с микрофона Fifine K683. И еще раз, вот такой вот звук у вас будет без обработки, и вот такой вот звук у вас будет с обработкой. Минимальная чистка шумов, которых и так практически нет. Следующие два микрофона от компании Maono. Недорогая модель PM461TR со средней стоимостью $40 или 3000 рублей, а также более дорогая PM430 с минимальной стоимостью $76 или 5600 рублей. Тоже своего рода молодая компания, которая так же как и Fifine медленно, но уверенно становится узнаваемыми на рынке. Оба микрофона также в черном металлическом корпусе. Модель PM461 поставляется с USB кабелем и креплением с треножкой, а PM430 уже с более практичным пантографом, креплением паук, USB кабелем и круглым поп-фильтром с ветрозащитой. Оба микрофона конденсаторные с кардиоидной направленностью и достаточно низким уровнем шума. Оснащены встроенным профессиональным звуковым чипсетом с частотной дискретизацией 192 кГц на 24 бита. Модель PM461 обладает капсулем диаметром 12 мм и регулятором уровня громкости. Частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность от минус 13,5 дБ до плюс-минус 0,5 дБ. А соотношение сигнал-шум 93,5 дБ. Модель PM430 в свою очередь обладает большим капсулем 25 мм и также очень достойным звуком. Вот несколько тестов. В данный момент вы уже слышите звук с микрофона Maono PM430. Вот такого вот плана примерно происходит запись моего голоса, когда я снимаю для вас топы, некоторые обзоры. В принципе, можно было бы писать и на петличку, на которую я изначально и писал весь этот ролик, но, как мне кажется, более чистое, качественное и объемное звучание можно добиться только лишь благодаря таким вот стационарным USB микрофонам. Сейчас звук с петлички, сейчас микрофона с петлички, раз, два, три. С микрофона. Раз, два, три.
Следующий микрофон от компании, которую мы уже хорошо с вами знаем – Samsung. Модель Meteor за $60 или 4400 рублей и C01U Pro за $71 или 5400 рублей. Модели очень старые, на рынке уже более 5 лет, но это не мешает им быть одними из самых ходовых моделей среди блогеров, подкастеров и даже музыкантов. Заманчивая цена, качественная сборка и интересный дизайн делают эти микрофоны привлекательными для покупки. Плюс авторитет, который был годами ими завоеван в сегменте недорогих микрофонов и играет им на пользу по сей день. Samsung Meteor выполнен в хромированном металлическом корпусе со складными ножками. Он довольно симпатично будет смотреться на вашем рабочем столе, но если данный тип размещения вас не устраивает, его можно также разместить на стойке или пантографе. Также в микрофоне присутствует кнопка Mute и регулятор уровня громкости. C01U Pro в свою очередь обладает более сдержанным дизайном, полностью металлический, имеет разъем для наушников и светодиодный зеленый индикатор включения. Поставляется либо с обычным креплением и треножкой, либо вовсе без ничего. Поэтому, скорее всего, вам понадобится также приобрести к нему пантограф с пауком отдельно. Оба микрофона конденсаторные и обладают достойным звуком. Технические характеристики Samsung Meteor. Большой при его размере капсуль 25 мм, кардиоидная направленность и плавная частотная характеристика от 20 Гц до 20 кГц. Соотношение сигнал-шум 96 дБ, а частота дискретизации 44,1 и 48 кГц, 16 бит. C01U Pro обладает меньшим капсулем 19 мм, частотная характеристика от 20 Гц до 18 кГц, а частота дискретизации аналогична Meteor. Стоит сказать, что многие пользователи отмечают не совсем громкий звук, из-за чего в микрофон приходится говорить на небольшом расстоянии. Но при этом удается захватить меньше отражений, а именно эхо в микрофон, что в свою очередь очень хорошо. И последние заинтересуют тех, кто в поиске недорогого, но хорошего микрофона для работы в связке с внешней звуковой картой и фантомным питанием. То есть все как полагается. Компания ASK модель BM800. Средняя стоимость $75 или 5600 рублей. Это действительно отличный микрофон с хорошим звуком, красивым окрасом, который мне и позволил добиться того самого бархата в голосе. Я им пользовался на протяжении полгода, и если бы не пустота в моей комнате, которая вследствие сказывалась с жутким эхом, то, наверное, я бы и не поменял его вовсе. Но вы должны понимать, что помимо этого замечательного микрофона, вам понадобится также потратить еще плюс-минус столько же на адекватный микшерный пульс, куда его подключить, так как он работает исключительно от фантомного питания 48 вольт по XLR кабелю. В сравнении с прошлыми микрофонами, с помощью BM800 я смог добиться максимально естественного звучания своего голоса. Звук был насыщенным, объемным и при этом достоверным. Это сложно передать словами, поэтому давайте я включу вам несколько тестов для наглядности. Вы на канале Devite, обязательно подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны и не знаю, как это с вами произошло, ставьте лайки, и мы начинаем. Помимо этого, сам по себе микрофон ASK смотрится довольно симпатично. В металлическом сером корпусе, небольшой, но достаточно увесистый, а в комплекте с ним идет металлический паук с креплением к стойке. Кабель XLR, кстати, тоже приобретал отдельно, он не идет в комплекте, поэтому в бюджет его также закладывайте, еще где-то баксов 10. Дешевый ни в коем случае не берите, скажется на звуке. Обладает позолоченным капсулем диаметром 34 мм. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, а соотношение сигнал-шум 78 дБ. Из минусов могу выделить шум микрофона, который лично у меня почему-то был сильнее, чем вообще в любых других. Ну и довольно скудную комплектацию. Друзья, я очень надеюсь, что мой топ был для вас полезен и вы присмотрели себе именно тот микрофон, который вам подходит как по звуку, так и по цене. И если это так, тогда обязательно не поленитесь и поддержите это видео лайком. Пишите в комментариях, какой недорогой микрофон по-вашему можно было бы добавить в этот топ, а какой вовсе убрать. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг еще не подписаны, обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные и познавательные видео. А меня зовут Влад, вы смотрели канал Devite. До скорого!